Всем привет! Вы на канале Кухня Эвелин. И сегодня мы приготовим самые удивительно быстрые, простые и максимально дешевые пирожки. Без дрожжей, без яиц, без масла, почти без ничего. Тесто готовится за 2 минуты, всего лишь из 3 ингредиентов. Но какие же они получаются вкусные, вы даже не представляете. Этим рецептом я пользуюсь больше 10 лет. И это самые бюджетные, быстрые и действительно вкусные пирожки в моем арсенале. Пирожки я приготовлю с 2 начинками, но их можно готовить с абсолютно любой начинкой и даже замораживать. Обязательно сохраняйте невероятно универсальный рецепт постных пирожков Верзере. Итак, начнем приготовление. В миску добавляем полстакана теплой воды, 100 мл, и полстакана растительного масла. У меня подсолнечное, рафинированное, без запаха. И добавляем пол чайной ложки соли. Еще можно добавить чайную ложку сахара, но в этом рецепте, в оригинальном, сахар не добавляется. Все перемешиваем и просеиваем 2 стакана муки постепенно в жидкость. Перемешиваем. Сначала перемешиваем ложкой, а дальше будем смешивать рукой. Все, ложкой уже вымешивать неудобно. Дальше вымешиваем рукой. Долго вымешивать это тесто не нужно. Просто собираем в комочек однородный. Оно практически сразу начинает отлипать от рук. Хотя я еще всю муку не добавила. Добавили уже всю муку. Как видите, тесто не липнет к рукам. И его буквально несколько вот таких вот обмесов делаем, чтобы мука хорошенько соединилась и разошлась в тесте. Все, 2 минуты и тесто готово. Посмотрите, какое оно нежное, эластичное, абсолютно не липнущее к рукам. Вот такое вот. Теперь нужно дать тесту отдохнуть. Буквально 20-30 минут, пока мы будем заниматься начинкой. Накрываем миску полотенцем либо пищевой пленкой и оставляем примерно на 20 минут. Дальше приготовим начинку. Нам понадобится 1 луковица, 1 морковь и капуста, квашеная либо свежая, примерно 2 стакана. Луковицу нарезаем либо полукольцами тоненько, либо мелкими кубиками, как вам нравится. Я нарежу вот такими вот полукольцами. И морковь натираем на среднюю либо крупную терку. Разогреваем сковороду и добавляем примерно 2 столовых ложки растительного масла. Высыпаем лук и обжариваем его до золотистости и мягкости. Лук слегка поджарился, я добавлю кусочек сливочного масла, но это не обязательно. Либо столовую ложку еще растительного масла, чтобы морковь не пригорела. И добавляем морковь. И с морковью обжариваем пару минут до мягкости моркови. Пассеровка уже готова. Все мягенькое, поджарилось. Можно добавлять капусту. Капусту отжимаем от лишней жидкости. Она у меня, в принципе, такая суховатая. Мне не нужно ее отжимать. И если попробуете слишком кислое, промойте под холодной водой. Отожмите от той воды и потом уже добавляйте. Высыпаем капусту. Я добавила 700 грамм капусты. Перемешиваем. И дальше маленький секретик вкусной поджаренной квашеной капусты. Добавляем чайную ложку либо 2 сахара. Она придаст такой, знаете, насыщенно-карамельный цвет капусте и подчеркнет вкус такой, добавит сладость нежную. Я добавлю 1,5 чайных ложки. И еще раз перемешиваем. Тушим капусту до мягкости примерно 20-30 минут. Насколько вы любите, чтобы она была мягкой. Кто-то любит слегка хрустящую, кто-то прям полностью, чтобы она была протушенная, мягенькая. Тогда минут 40 нужно тушить. Можете добавлять немного воды и под крышкой протушить до прям супер мягкости. Я буду тушить примерно 20 минут до такой средней мягкости, но чтобы она все равно оставалась слегка хрустящей. Так, прошло 20 минут тушения. Вот как выглядит капуста. Я уже ее попробовала. Она такая слегка хрустящая, но в то же время мягенькая. Очень приятная на вкус.
Солить я уже ее не буду, потому что она уже соленая. Поэтому вы пробуйте, если вам не хватает соли, можете добавить. В конце добавляем приправы. Любые, какие вам нравятся, я добавлю только черного молотого перца, совсем немного. Но приправами не перебарщивайте, потому что сам вкус у капусточки такой квашеной, поджаренной, и так уже вкусный. И пересыпаем в миску, чтобы начинка остыла. Для второй начинки картофель нарезаем крупно, заливаем водой и отвариваем минут 25 до готовности, пока картофель не станет мягеньким, как на пюре. Пока варится картофель, нарезаем 2 средних луковицы. Можно тоненькими полукольцами, либо же мелкими кубиками. Я нарежу мелкими кубиками. Вообще для этой начинки картофель, грибы, лук можете регулировать, сколько вам больше нравится. Больше картошки, больше грибов, либо лука. Количество регулируйте сами, как вам нравится. И дальше нарезаем полкилограмма грибов. Можно больше, можно чуть меньше. Хорошенько промываем и нарезаем либо такими вот пластинками, либо кубиками. Хорошенько разогреваем сковороду, добавляем немного растительного масла и высыпаем лук. Обжариваем до золотистости и мягкости. И высыпаем все грибы к луку. Все хорошенько перемешиваем и жарим, пока не выпарится вся влага с грибов. На это уйдет примерно 10 минут. Уже через пару минут грибы стают мягче и сразу же уменьшаются в объеме. И вот пока вот эта влага вся не выпарится, продолжаем жарить. Прошло 10 минут. Посмотрите, грибы уже без влаги. Все выпарилось. Начинается непосредственно жарка грибов. Можете немножечко еще их поджарить. И уже можно добавлять приправы. Добавляем немного соли, молотого черного перца и еще добавлю сушеного чеснока. Это по желанию. Все перемешиваем, выключаем и отставляем пока в сторону. Ждем, пока картофель сварится. Воду я всю слила с картофеля, но немного отвара оставила картофельного. Можно отрегулировать, если будет сильно плотное пюре. Разминаем все толкушкой. Получается достаточно плотное пюре. Я добавлю совсем небольшой 20 грамм сливочного масла, наверное, миллилитров 30, не больше картофельного отвара, совсем чуть-чуть. Все. Так, чтобы картофель стал приятной консистенции, более мягкой. Такое вот пюре получается. Теперь добавляем соли. Вот такое вот пюре получается. Вот такая вот у него консистенция. И теперь добавляем сюда грибы, поджаренные с лучком. Снова все перемешиваем, и начинка готова. Такая вот картошечка с грибами. Грибов очень много на такое количество картофеля, но нам так нравится. Тесто уже хорошенько отдохнуло. Вот как оно выглядит. Разделяем его на 15-17 частей. Сначала в колбаску. Скатываем в шарики и откладываем в сторону. Берем один шарик и раскатываем тонко-тонко, насколько это возможно, в прямоугольник. Смотрите, какое оно эластичное. Его можно раскатать прям как газетку, как лист бумаги, почти прозрачным. И вот так вот. Вот насколько позволяет вам тесто, настолько и раскатываем. И на край выкладываем начинку. Примерно столовую ложку с горкой. Края немножечко заворачиваем. Вот так вот. И скручиваем вот такую вот трубочку. Смотрите, какое тонкое тесто, и оно все равно не рвется. Все очень легко делается и быстро. Смотрите, какие получаются. И выкладываем пирожочки на противень, застеленный пергаментом. Уже на этом этапе можно разогревать духовку на 190 градусов, пока будем формировать пирожочки. Я сейчас буду формировать только с капустой, потому что картофель с грибами еще горячий.
И еще раз показываю, как раскатывать. Тесто абсолютно податливое, очень мягкое. И можно раскатать прям в ультра тонкое тесто. Вот смотрите, пока оно прям прозрачное не станет. И это, кстати, не требует никаких навыков. Просто вот раскатываете и все. Такие начинки я кладу побольше. Я люблю, когда много, так знаете, щедро начиночек. Вот. И все скручиваем. Вот так вот. И вот так вот. Все, готов. И уже остыл картофель с грибами. Добавляем картофель. Можно, конечно, начиночки чуть поменьше, тогда будет легче свернуть. И выкладываем. Смешиваем желток с молоком и смазываем верх пирожков. Эти пирожки можно готовить как постные, тогда смазывайте крепким чаем, чтобы не использовать желток. Еще можно сверху посыпать кунжутом, либо семечками какими-нибудь, но кунжутом вкуснее всего. Все, пирожочки готовы. Отправляем их запекаться в духовку, разогретую на 190 градусов, примерно на 15-20 минут. Все зависит от вашей духовки. Точнее, я уже сейчас скажу, сколько будет времени запекаться. Нормально сказала или перерассказать? Нормально. Заикалась как-то. Ну что, пирожки готовы. Посмотрите, какая красота получилась. Все хорошо пропеклось уже за 20. Если хотите сильнее прирумянить, можно 25 запекать. Единственное, что учитывайте, когда я понакладывала побольше начинки, вот картошка с грибами, то она немножечко потрескалась. Вот это учитывайте. Чуть-чуть меньше и больше поворотиков, чтобы не треснуло. А с капусточкой они прям вообще идеальные. Так, ну что, пирожочки готовы. Посмотрите, какие, ну просто невероятно красивые, блестящие, ароматные. Давайте пробовать. Какие они, посмотрите, слоистые такие, очень тонкое, хрустящее тесто. Насколько оно такое тоненькое-тоненькое. Ну вот с капустой. Все, давайте пробуем. Как же это вкусно. Это просто супер хрустящее, тонюсенькое, такое вот на штрудель чем-то похоже. Только вот на штруделе оно более такое мягкое. Здесь оно прям хрустящие пирожочки вот с этой начиночкой капуста. Особенно квашеная. Очень вкусно. Я не знаю, эти пирожочки вы должны попробовать обязательно. Вот именно с капустой. Ну и, конечно же, мы делали с картошкой и грибами. Кстати, грибы какие-то такие темные попались. И картошка такая, аж такая темная получилась. Но все равно это не помешало быть такой вкусной начинке. Пробуем. Ну, с картошкой и грибами они такие более нежные.
там, где соприкасается начинка с тестом, оно более нежное, а сверху все равно хрустящее. Прям очень вкусно. Я вот с картошкой, грибами, луком никогда не готовила такие пирожки. А вот с капустой готовила. С квашеной и со свежей. Это блюдо молдавской кухни верзера или верзере. Вы уже напишите, как правильно, я не знаю. Этот рецепт молдавских пирожков мне известен уже давно. Мне свекровь поделилась этим рецептом уже 10 лет назад. И он очень бюджетный, особенно тогда, когда мы только начинали с мужем жить, и нас этот рецепт очень спасал. Тесто готовится за пару минут, ничего не нужно, ингредиенты все всегда найдутся в холодильнике. А с начинки можно как вот такие вот капусту, картошку. Часто делала еще сладкие. Ребят, и сладкая очень вкусная начинка. Творог, яблоки, фрукты какие-то. Очень вкусно. И еще забыла вам сказать самое главное. Эти пирожки можно легко замораживать. Вы накрутили, все это выложили в морозилку, заморозили, а потом достали, дайте час на разморозку и в духовку. И получится вот такая вот вкуснятина. Пирожочки будут такие же хрустящие и вкусные. Дешево, просто и быстро. Друзья, искренне рекомендую вот от души. Очень классный рецепт. Уверяю, вам понравится. А если приготовите, жду ваши фотоотзывы в мой телеграм-канал. Пишите ваши комментарии, понравился ли вам рецепт, а я вам с удовольствием отвечу. Всем огромное спасибо, кто досмотрел меня до конца, и до новых встреч. Пока!